wasn't nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on it, and them hips on it, and them lips on it, got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she... Первая у нас неисправность, которая бросается в глаза, это оторванный датчик износа колодок. Вот он у нас в руках находится. Также видим здесь порванный пыльник шруса, из него вытекает смазка. Датчик положения кузова, у него поломана тяга, тягу можно сделать, так как она вставляется в алюминиевое основание и зажимается. Дальше самая страшная проблема в этой машине – это у нас течь масла заднего сальника коленвала на стыке мотора и коробки. Можно увидеть, но проблема не критичная, так как течь масла еще пока небольшая. В принципе, можно делать, но для нашего нищебродского блогера есть возможность этим пользоваться дальше. Течь масла из коробки в районе прокладки поддона. Ушел уровень, коробка начала пинаться, требуется долив или замена масла. Ну и, конечно же, мы посмотрим, чем грозят русские дороги 20-м каткам. Здесь мы видим невероятное количество сварных швов. Нам их удалось посчитать, их всего 7. В некоторых местах они уже снова дали трещину, как здесь, например, и долго эти колеса уже не протянут. Также здесь целый килограмм грузов на них навешен, чтобы балансировка колес вывелась в ноль, они скоро развалятся. То же самое и с другой стороны. Здесь сварных швов всего 2, на одном из них тоже идет уже явная трещина. Короче, диски под замену, диски под замену. Трос капота, дальше дверной замок. Больше ничего пока критичного нет, с остальным будем работать. То есть его не меняли лет 10. Оно, если было бы нормальное, оно было прозрачное. Оно, я как бы себя не вижу через него. Черное, вонючее. Суппорту пиздец, ремонт суппорта. Не, он это не вдавить. То есть нам даже не собрать обратно? Ну вот он как вдавился, сколько смог, столько вдавился. Димон, знаешь, что делать надо? Заливай весь суппорт ВДшкой. ВДшка есть. Последний баллон резервный. У меня в черной сумке на шкафу. Аккуратно молоток взять маленький, по кругу его обстучать, чтобы он там вот так вот сделал. А потом закрутить. Сколько ж в ней масла в этой коробке, а? 10 литров. Нормально. Суппорт спасен. Еще есть такой момент, что в этой коробке использовалось 3 разных масляных фильтра. И мы не знаем, какой тут стоит. Но мы заказали какой-то. Он пришел, но мы не знаем, тот ли это. Всегда должна быть какая-то интрига и загадка, да? Не, ну мне обещали, если он будет не тот, нам привезут сразу замену. Ну, слава богу. Вот что значит подвязы, да? Да, это значит общаться напрямую с специальным поставщиком деталей. Ну что, первые колодки поменяли, слава богу, суппорт работает, все нормально. Сейчас Дима занимается вторыми колодками, а Тёма в это время брызгает аэрозолью на машину со всех сторон, видимо, пытаясь отбить неприятный запах горелого масла, да? С фильтром мы угадали, именно то, что нужно, нам и пришло. Они абсолютно идентичны. Что мы видим сейчас? Мы видим плиту гидроблока, 3 соленоида управления и датчик выходного вала. Все. И что ты можешь сказать, потому что ты видишь, в каком состоянии коробка? Сколько она проездит? Состояние неплохое, грязи особо нету. Есть небольшая стружка, но это возраст автомобиля говорит об этом. Так что, в принципе, я так думаю, что все будет у него хорошо в ближайшее время. А мы будем менять масло в самом движке? Будем менять масло в своем движке, но я так думаю, что это в следующий раз. Потому что у нас кончились деньги? Да, потому что у вас кончились деньги. Yeah, baby, sound like a plan. Still tryna play it cool, sound like the man. But I was scared to death, my nigga, my stomach turned. Talking shit, knowing damn well I was a virgin. Fuck, and I ain't never did this before, no. 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 Короче, только что забежал Тёмыч и сказал, что машина у нас в морду все-таки битая, и все эти замки как-то криво-косо перелопачены. Все замки сломаны, восстановлены кривыми руками. Давно бита? Вот ты можешь определить это? Там видно по капоту. Ну, на самом деле, вот по этим гнилым
тросиком, которые реально сгнили уже. Я так думаю, что было это все давно. Итак, первое закрытие капота. Поехали. Не похоже на битую BMW? Не похоже. Все ровно встало, да? Ое! Она снова как новенькая. Держи, да. Cause I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. Первый ремонт моего автомобиля составил 20 тысяч рублей. Немало, но и не так много, как пишут другие владельцы BMW X5 на форумах. Сразу же после посещения сервиса я решил отправиться за Полярный круг, в горы Хибины. Путь туда и обратно составил 3000 километров. И по пути домой начал раздаваться какой-то очень странный звук. Он доносился где-то вот отсюда, справа от водителя. Он был таким бум-бум-бум, как только я нажимаю на газ. При этом всю машину трясло. Поэтому я принял решение всю дорогу ехать мягенько, плавненько, для того, чтобы, не дай бог, не застрять где-нибудь в Карелии. По приезду в Питер выяснилось, что меня ждет следующее. Ну, у меня плохие новости. Насколько плохие? Настолько, что мы вот эту всю деталь, а именно задний кардан, будем менять. А это где-то порядка 70 тысяч. Сколько ты проехал? 5000 километров. Поздравляю. Ты первый, кто за 5000 угомонил задний кардан. А в чем именно его проблема? Почему он сломался? Где? Как это понять? Этот кардан, я так предполагаю, что он родной, его никто не трогал, не менял. Он тебе и достался. Тут разбита крестовина задняя, она вся заржавела, она не двигается, она дает вибрацию. Также оторвала подвесной подшипник. И скоро просто это приведет к разбитию раздатки. И вообще, на все деньги. Пока что раздатка целая, да? Раздатка пока у нас целая, у нас только разбита задняя подушка раздатки, которую тоже надо менять. И это еще порядка 5000 рублей. Так что готовься считать деньги. У меня еще стук сзади идет какой-то дичайший. У тебя сзади пока еще не так все плохо, у тебя разбит только один верхний рычаг. И на этом все. Но если так оставить, ты просто приедешь на всю подвеску. Поэтому мы тоже его поменяем. А еще у тебя течет масло с переднего редуктора. Ну оно и в тот раз текло. Оно в тот раз подтекало, а сейчас оно реально течет. И ты можешь остаться без масла и приедешь на передний редуктор. А это 30 тысяч рублей только ремонт редуктора. Также ты угомонил практически задний левый ступичный подшипник. Придется его заменить. Мы поменяем только один, а вообще лучше менять два. Пойдем посчитаем, сколько надо денег на ремонт. С чего начнем? Начнем с карданного вала. 72 938 рублей, да? Это настоящий кардан? Да, на BMW. Если ты его менять не будешь, то ты просто разобьешь подшипники в раздатке и будет ремонт раздатки. То есть к этой сумме мы еще сейчас приплюсуем. Сколько? 194 тысячи? О нет, нам нужно делать кардан уже сейчас, я так понимаю. У Тёмы есть знакомые по всему миру, по-моему, в этом автобизнесе. Он нашел бэушный кардан за 6 тысяч рублей с какой-то разбитой бэхи. Насколько он будет в нормальном состоянии, насколько его хватит? Ну, машину вы разбили достаточно быстро. Кардан в хорошем состоянии. Я думаю, на твою жизнь его хватит. А дальше мы сейчас найдем ступичный подшипник оригинальный. 10 160 рублей. Мы поставим хороший аналог за 5364 рубля. Верхний задний рычаг. У тебя вот здесь разбит шарнир. Вот в этом месте. Соответственно, чтобы не разбило дальнейшую подвеску, мы его меняем. Оригинал у нас стоит где-то 12 тысяч рублей. Мы берем аналог фирмы Мапка, Германия. Он будет стоить 2798. But truly, we representing for the love of this. It's the love story. Сзади справа мы нашли гнилую трубку тормозной системы. Ну, на первый взгляд она гнилая. Но с другой стороны, в принципе, она еще не в таком прям плачевном состоянии. А некоторые бы даже сказали в отличном состоянии. Пока ее оставляем. При следующем ТО посмотрим на нее и, может быть, заменим. С этой стороны у нас все намного лучше. Временно. I know some crack slangers, gangbangers and cracker shankers, the soldier trainers, teaching their kids to murder strangers. They live for danger, they express the dying anger. Miss Ghetto got them, dreaming of loot and Swiss bankers. The
с этой BMW одни проблемы. Любой болт открутить тяжело. Тут все заржавевшее, все отгнившее. Но при этом ребята сохраняют самообладание, и я не слышу матов пока. Но это первый час работы, я думаю, все еще впереди. Это твой ручник, Лена. О, сколько стоит это все поменять на одну сторону? Скажу на обе. Комплект где-то, наверное, в районе 15-20 тысяч рублей. А еще самая прикольная тема в его машине — это вот эта труба. Я сегодня заезжал, просто газель вставил. You bitch, bust it. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word life I'm bouncing, yo. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance. Скажи, эту машину вообще реально довести до состояния, чтобы она не ломалась, чтобы в ней нечего было ремонтировать? Реально ее довести до такого состояния, но одно но. Через полгода опять будет все то же самое, и ты опять будешь это же делать. А сколько стоит, чтобы я ее сейчас довел до состояния, чтобы я не задумывался о том, что в ней что-то сломается? Я думаю, 1050. Серьезно? Да, но через полгода ты приедешь опять, еще столько же надо У будет. нас только что кардан, но 70 тысяч сломался. Это невозможно за 50 сделать, мне кажется, вообще. Ну там осталось еще на 50. Да? Да, после нашего сегодняшнего ремонта. I used to sex and bust my nut, get my cash real fast, but death was all that she produced. I felt my life wouldn't last. We used to go to New York, traffic drugs of all sorts. When killing became sport, street life became short. I thought, oh, we junkies like these space heads, yo. They addicted to the crack while we addicted to dope. But truly, I never meant to fall in love with this shit. But Miss Ghetto used a slut, so I'm divorcing you, bitch. Bust it. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word love, I'm bouncing, yo. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word life, I'm bouncing. She's like cocaine. Я не знаю, расстраиваться мне или радоваться, но, по-моему, там что-то не то. Some niggas that I used to run with, still on that crack and gun shit, endless pursuit to run shit. Bust it, Miss Ghetto got him strung out on a Wu-Tang cream that tells of Wu-Tang fiends for slinging cocaine. Dig it, we used to do the bumper crack for the sex while making love to the jacks. Miss Ghetto stilo complex, living trifling no matter where my life went. Miss Ghetto my new wife went, she made it more exciting. Fighting, shooting out, doing all type dirt, being easy. В общем, ситуация такая. Ни с той, ни с другой стороны не получается разобрать машину. Все зависло, все заржавело, все прилипло друг к другу. Никакие смазочные, замораживающие материалы ничего не помогают. Даже кувалда не делает свое дело. Хочу вот с такого ракурса. Но я не попаду тогда по этой хуевине. Понятно? You have to kill blacks, I wasn't trying to hear it, my excuse sort of weak. I said that. Они уже это делают целый час. Я вам серьезно говорю. Они долбят эту гайку целый час. Like, I didn't understand that shit back then, but now I do, so I refuse to roll with Whitey again. Bust it, I ain't marrying Miss Ghetto again. First. А что будет, если мы ее так и не сможем выбить отсюда? То нам придется полностью снять весь кулак в сборе, а именно открутить амортизатор, снять стойку стабилизатора, открутить широкий рычаг, два верхних рычага, все это открутить вместе в сборе, все Вот снять, всю вот эту всю целиком конструкцию и запихать ее в пресс. А пресс уже точно я должен выжать оттуда? Да, пресс давит больше 10 тонн. Ну это да, это не удар кувалдой. Да, соответственно, только так мы сможем ее разобрать, а ее нужно разобрать. Ситуация безвыходная, мы не знаем, что делать, поэтому решили позвонить академику для того, чтобы спросить у него совета. В Range Rover все откручивать, потому что BMW V8 обладает специальной технологией. Масло сыт из подбошек, оно проникает на подрамник, болты, детали подвески, шайли-блоки. И все откручивается даже через 20 лет, понимаешь? А ты купил себе какую-то бричку починенную, непонятную, он теперь охеревайся. Часа 2,5 уже прошло. Ну да. На той стороне хоть какой-то движняк, там из кувалды побили, побрызгали, там, а здесь просто скукота вообще. Ты знаешь, тут как получается даже непонятно, кому что лучше досталось. Один стоит, смотрит, второй стоит, смотрит. Я хотел вообще на полдня запланировать этот X5, но, к сожалению, походу мы здесь до вечера, а может быть и до завтра. I know some crack slangers, gangbangers and crackers shankers, the soldier trainers, teaching their kids to murder strangers. They live for danger, they express the dying anger. Miss Ghetto got them, dreaming of loot and Swiss bankers, the finest weapons, back in Action Smith and Wessons.
Мы наконец-таки сняли этот рычаг, и вот что у нас разбито. Вот этот Она шарнир. вообще не должна шевелиться? Нет, она должна быть плотно, намертво. Просто сравните разницу между старой деталью и новой. Вот как она здесь шатается вообще, и вот здесь вот со всей силы сейчас ее делаю. Так что весь стук в подвеске должен уйти, а самое главное, таким образом можно спасти всю остальную подвеску, она не должна развалиться. Ну и вообще мне уже ребята сказали, то, что 20-й радиус колес надо избавляться от него и ставить 17-18. For what Whitey got and Whitey has, can sing your ass on pursuits to get cash, to look thrash, to driving the latest jack, to rock rags made by Italian bags. See, I never meant to fall in love with this shit, but Miss Ghetto uses stress, so I'm divorcing you, bitch. What's it? I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word life I'm bouncing, yo. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word love I'm bouncing. She's like cocaine, running around my brain. Сейчас практически 4 часа дня, мы начали ровно в 12. За это время мы так и ничего не смогли разобрать. Единственное, что Паша сумел поменять рычаг на той стороне. Ну не то, чтобы он его целиком поменял, он сейчас продолжает собирать машину. Мы еще не поменяли все самые главные детали. Это кардан, подушку около раздатки, сальник редуктора и что-то там еще. Короче, еще работы просто до хрена, уже 4 часа дня. Такой. Мангальная ташота! Эта штука вытаскивается в самый последний момент, когда ничто не помогает. Огнетушитель вытащи. Я могу расплавить, разрезать просто, он металл. Ну что? Чуть ниже ее опусти, чтобы ровнее оставил. Вот так, да. Просто на нижнюю полку. Есть контакт. Давай, давай, складывай подвеску. Да, вот она нагрелась смачно. Еще. Все вниз. Все, ты ее вытащил. Вот он, автоген. Он делает вещи. 4 часа снимали левый задний привод. Так что не спрашивайте потом, почему это так столько стоит. Ребята реально работают. Сейчас мы пытаемся снять ступичный подшипник со ступицей, потому что компания BMW не комплектует свои ступичные подшипники ступицами, поэтому ступица остается старая. Сейчас будем ее снимать. Word is born, these cats been on the mic fantasizing a lot. So-called MCs, wannabe rappers and all that, whatever. You get your knot rocked, kid. Yo, you thought you bought your best lines, but they couldn't touch mine. I rocked you in your knot, hope you have better luck next time. Новый подшипник. Сколько часов тебе понадобилось? Это ровно экватор сейчас. Да. Теперь мы будем устанавливать новый подшипник. Выглядит он вот так вот. Старая ступица, потому что она не идет в комплекте. Мы это все на прессе сейчас соберем и установим на автомобиль. Beneficent, teacher wise intelligent. Tell me teacher where you been, make your way to go for mine. Like Barry White in a sacred garden. Am I gonna rock 'em? Pardon, show you right. Я бы посоветовал реально сделать что-то с этим выхлопом, потому что это все, это помойку, металл. Выхлоп, это не влияет, короче, ни на что этот выхлоп. Пишите, я поменяю. Это просто звук, короче, и все, не более того. У нас еще был вопрос по партроникам. Парктроники не работают вообще в машине, абсолютно. Да, здесь как бы проблема налицо. Вот у нас партроник, вот от него проводка. Она просто тут вся гнилая. То есть она тупо не проводит. Ну, тупо она просто сгнила. И это только на одном датчике. А их здесь у нас, как вы знаете, 8. Надо полностью заменить проводку, возможно, заменить какие-то датчики. Один датчик стоит где-то порядка 3000 рублей. То есть на самом деле проще полностью заново провести систему. Просто поставить универсальный партроник вместо этих в это же место, и он будет также работать, в принципе. Это получается полностью система, обойдется где-то порядка 6-7 тысяч вместе с установкой.
чуть объектив не разбил. Bomb mellers and gun sellers, the lie tellers, Cinderellas and Goodfellas, the gun packers, crack baggers and loot stackers, sins crackers, new world orders and hereafters, the globe holders, the population controllers, disease makers, aka AIDS creators, the cremators, doctors, nurses and nigga haters, it's out to get us, after making us bullshitters, the sister hitters, who knock them and don't stay with them, the human litter, that whitey's about to get rid of, the same niggas, supplanted the very planet with mathematics, pure knowledge and understanding. Но вот теперь, когда вот эта подушка оказалась на нужном месте, и она нормальная, в отличие от той, которая была до этого, я надеюсь, что вся вибрация уйдет, и никакие детали вокруг не сломаются из-за того, что эта вибрация нарастала со временем. Уже почти 7 часов, машина еще стоит вся разобранная напрочь, ребята еще активнейшим образом работают, поэтому Тёмыч предложил в этот раз сальник редуктора не менять, просто залить туда нового масла и заняться уже этим сальником в следующий раз. Собственно, так мы, наверное, и поступим, иначе я сегодня не уеду отсюда. Precise can turn the days into nights. This mic, like my life, I elevate the great heights. We that nice. Precise can turn the days into nights. This mic, like my life, we elevate the great heights. Take these words home and think it through. Yo, I hate to brag, but damn, I'm good. Take these words home and think it through. Yo, I hate to brag, but damn, I'm good. То есть это масло недавно менялось, да? Слушай, ну, наверное, 1020-30 поехало. Like me, my state of being, as the all I see and seeing human beings on the brink of extinct mind, vocalized only proof to incline. One time. Сука! Короче, мне нужен новый аккумулятор в зиме. Особенно с утра, когда будет морозиться. Это еще 50. Короче, на самом деле надо еще готовить 50-100 тысяч на ремонт машины, чтобы все сделать. Тут не видно масла. Это говорит о том, что его у тебя нет. Как это нет? Я заливал литр масла. Да? Да. Тут сухо. То есть масла нет в тачке? Нет в тачке масла. То есть тачка жрет масло такими количествами, что просто ты не успеваешь его заливать. Сколько ты залил? Литр, а его тут нет. Вот отметка. Вот это вот до этой, это литр. Здесь нету даже тут. То есть сейчас надо залить литра 1,5 или 2, чтобы он появился. Короче, я понял, 4-литровую канистру покупаю. И это говорит о состоянии двигателя. Deprive you of life, take flight, make ice of any MCs you like. I'm that nice. Precise can turn the days into nights. This might. Вот вы там, небось, смотрите это, сидите за компом, и вы уже себе сделали ужин. Вы уже, наверное, его доели, пока смотрели этот ролик. На часах 21:28 мы провели сегодня в сервисе 9,5 часов. Мы посчитали, и я могу сказать то, что за первый месяц владения своим BMW X5 я потратил 75 700 рублей. При этом мы купили бэушный кардан за 6 тысяч рублей с разбитой машины. Если бы мы покупали новую деталь за 72 тысячи, то тогда бы наш ремонт за первый месяц составил почти 150 косарей. Короче, это просто какая-то нереальная сумма, честно признаться, я вообще этого не ожидал, и при этом мы отремонтировали далеко не все. Хочется сказать отдельное спасибо ребятам с Автопрофи Сервис. Я рекомендую всем обращаться именно к ним. Вся информация есть в описании. Я очень устал. Я хочу сказать всем спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. С вами был Илья Стрекаловский. Всем пока. И слава богу, что сегодня у нас есть спонсор. Это новые интересные промывки для двигателя и топливной системы, которые одновременно являются интересным продуктом и возможностью вам заработать и начать свой бизнес. Все дело в том, что еще ничего подобного не было. Полимерная промывка X-Clean от бренда Polymerium. Совместная разработка японских, немецких и российских ученых. В Японии она же продается под другим брендом и в 2 раза дороже, чем у нас. Данная промывка безопасно вычищает двигатель от всех загрязнений и шламов за счет умных полимеров, которые никак не повреждают двигатель, а даже наоборот дают ему второе дыхание. Промывка тестировалась на сотнях автомобилей, и она абсолютно безопасна для любого двигателя. Подробный тест вы можете посмотреть по ссылке в описании. Кстати, сейчас с трудом можно найти эту промывку в магазинах. Практически в половине регионов ее до сих пор нет. Поэтому вы можете стать представителем компании с уникальным продуктом у себя в городе. Бизнес простой и требует минимальной суммы для старта. А те, кто хочет купить саму промывку, она доступна для покупки на сайте. В общем, все ссылки в описании. Действуйте. Precise can turn the days into nights. This mic, like my life, we elevate the great heights.